Как выбрать качественный домашний блендер для смузи? На что обратить внимание при выборе? В чем отличие хорошего блендера от дешевого? Какие полезные функции есть у хорошего блендера, о которых вы не знали? Какой блендер лучше? Внимательно посмотрите это видео, чтобы не потратить деньги зря. Всем привет! С вами Регина Кутимская. Блендер – незаменимый инструмент на кухне каждого человека, который ведет здоровый образ жизни. Сегодня мы поговорим о том, как выбрать хороший, качественный блендер для приготовления полезного смузи. Да, именно полезного смузи. Только хороший блендер может его приготовить. Друзья, видео будет большое и обстоятельное. Хороший блендер и стоит хорошо. К его выбору и покупке надо подойти основательно, чтобы купить качественный прибор, а не выкинуть деньги зря. В интернете полно информации от людей, которые совсем не понимают технологию приготовления смузи. Они советуют блендеры, которые чисто в принципе не могут сделать качественный напиток. Приготовление смузи только внешне кажется простым процессом. Мол, побросали все в кучу и взбили. Однако это совсем не так. Маркетологи также вещают нам о том, что блендер за 4-5 тысяч рублей может все. Ничего он не может. Дешевые блендеры производятся только для зарабатывания денег компаниями, их производящими. Точка. Примите это как факт. В этом ролике я расскажу вам о критериях, на которые нужно обратить внимание при выборе блендера. В далеком прошлом мы так же, как и многие, пользовались блендерами из разряда ширпотреб. Они регулярно ломались, горели, с ними что-то постоянно происходило. И только тогда, когда мы купили хороший блендер, пришло осознание, что сколько же денег нами было выброшено впустую на покупку так называемых популярных с точки зрения рекламы блендеров. В общем, делюсь с вами личным опытом. После просмотра этого видео вы будете точно понимать, каким критериям должен отвечать настоящий блендер. Ставьте лайк, это видео сэкономит ваши деньги. Итак, что должен уметь блендер, чтобы в нем можно было готовить качественный, полезный смузи? Давайте разберемся в этом вопросе. Главное, что должен уметь блендер, кроме непосредственно самого процесса приготовления смузи, сохранять пользу взбиваемых компонентов. Пункт, о котором крайне мало кто знает и практически не обращает на него внимания. А ведь если его не учесть, то польза смузи для организма сводится практически к нулю. О чем речь? О температуре. Основная задача смузи – дать организму полезные вещества в максимально удобоваримом для него формате, а именно в перемолотом состоянии. Однако в процессе перемалывания компонентов происходит повышение температуры перемалываемой смеси, что негативно влияет на содержащиеся в ней витамины. При повышении температуры до 40 градусов по Цельсию начинается процесс распада витаминов. При нагревании взбиваемой смеси свыше 40 градусов разрушается подавляющая часть витаминов. Иными словами, если в процессе взбивания происходит нагревание смеси, толку от нее практически совсем не остается. Разрушению при такой температуре не подвергаются клетчатка и некоторые минералы. Клетчатка – основной питательный компонент кишечных бактерий. Она выживает, что есть хорошо. Но даже те минералы, которые остаются, не могут полноценно усвоиться организмом, так как для их усвоения телу нужны и витамины. Как сохранить все полезные компоненты в процессе взбивания? Технология простая. Первое. Время взбивания смеси должно быть максимально коротким – 20-30 секунд. Второе. В смузи необходимо класть кубики льда, чтобы после подготовки компонентов смузи и последующего смешивания их температура не повышалась выше 25-30 градусов Цельсия. По поводу льда можно сделать небольшую ремарку. Его можно заменить ледяной талой водой, вследствие чего блендеру будет проще справляться со взбиванием. Однако талую воду надо заморозить, разморозить и постоянно держать в холодильнике при температуре 2-4 градуса, что не всегда удобно. Гораздо проще взять из морозилки готовые кубики льда и приготовить смузи сразу. Так что в этом пункте мы остановимся именно на том, что в процессе приготовления смузи будут использоваться именно кубики льда.
Обязательно посмотрите наш цикл лекций о воде. Вода в смузи играет такую же важную роль, как и другие его компоненты. Итак, резюмируем. Для того, чтобы температура смузи не превышала 30 градусов, нам нужно, чтобы блендер умел быстро взбивать смесь и без проблем справлялся с жесткими кубиками льда. Для этого блендер должен обладать определенной мощностью. От мощности двигателя зависит скорость вращения ножей в минуту, которая и влияет на скорость перемалывания смеси. Итак, какая мощность должна быть у хорошего блендера? Сейчас в продаже присутствуют 3 вида блендеров. Домашние блендеры, профессиональные домашние блендеры и производственные блендеры. Давайте разберемся, в чем их разница. Первое. Домашние бюджетные блендеры. Домашние бюджетные современные блендеры заточены под очень широкий спектр задач. Перемалывание компонентов очень разной текстуры, рубка мяса на фарш, взбивание крем-супов и прочее. Делают они это очень долго, так как их мощность крайне низкая. На обычной кухне мало кто задумывается над такими вопросами, как сохранение полезности продуктов. Давайте говорить честно, порядка 80% людей вообще не думают о том, что они едят. Основная их задача – что-то быстро приготовить и наполнить желудок. Сытость и вкус для них стоят на первом месте, а польза – на последнем. Вот для таких людей и делается кухонная техника в низшем ценовом диапазоне. На них и нацелена широкая реклама. Дешевые блендеры имеют низкую мощность, так как мощные двигатели стоят дорого. Кроме этого, в их устройстве применяется самый дешевый пластик, который контактирует с пищей и выделяет в нее большое количество вреднейших химических элементов. О вреде пластика мы сняли для вас 2 подробных видео. Смотрите подсказки. Вдобавок к этому ножи дешевого блендера выполнены из такой же дешевой стали, вследствие чего они очень быстро тупятся. И постепенно качество взбивания становится все ниже и ниже. Почему дешевые домашние блендеры не подойдут для приготовления качественного смузи? Их мощность в среднем составляет порядка 350 тысяч Вт. Этого категорически недостаточно для того, чтобы блендер взбил смузи за указанные выше 20-30 секунд. Низкое качество стали у ножей и, опять же, низкая мощность не позволяет таким блендерам рубить лед. Резюмируем. С помощью домашнего бюджетного блендера вы никогда не приготовите качественный смузи. Второе. Домашние профессиональные блендеры. В чем их плюсы? Мощность хорошего профессионального блендера, в зависимости от цены, начинается от 2000 Вт. Это уже та мощность, которая позволяет смешивать смузи сравнительно быстро. Однако, чтобы достичь показателя смешивания в 20-30 секунд с добавленным льдом, лучше выбрать блендер с мощностью двигателя 3000 Вт и более. Ножи выполнены из стали высокого качества, которые прекрасно справляются с любыми компонентами смузи, включая твердый лед, и не тупятся при этом длительное время. Без заточки служат минимум 2-3 года. Емкость для взбивания выполнена, как правило, из тритана, высококачественного пластика, который не вступает в химическую реакцию с компонентами смузи. Таким образом, никаких вредных химических веществ в процессе взбивания в смузи не попадает. Стоимость таких блендеров варьируется в зависимости от мощности мотора. Блендеры с мощностью в районе 2000 Вт стоят $400-500. Более же мощные модели стоят примерно $700-800. Снова резюмируем. Это именно та категория блендеров, которая нам необходима. Третье. Производственные блендеры. Есть категория людей, которая не испытывает проблем с финансами и всегда стремится покупать самую дорогую технику. Также есть люди, которые считают, что самая высокая цена является гарантией качества. Они копят деньги и покупают самые дорогие модели. А сейчас я расскажу вам о том, почему не нужно тратить деньги на дорогие блендеры по цене от $2000 и выше. Смысла в этом совсем никакого нет. Деньги будут попросту выброшены. Итак, что такое производственные блендеры, которые те же самые маркетологи рекламируют так, что их нужно покупать и для домашних нужд? Деньги же им надо зарабатывать. Первое. Производственный блендер – это устройство, рассчитанное на повышенный объем работы.
Их покупают смузи-бары, кафе, рестораны, точки общепита и тому подобное. У них очень мощный отказоустойчивый мотор, который заточен как раз под непрерывное использование блендера. Такие моторы стоят очень дорого. И за смену, рабочий день, могут приготовить порядка 300-500, а то и больше порций смузи. Вы выпьете столько в течение дня? Конечно же нет. Поэтому вам нет смысла переплачивать за мощные производственные моторы. Второе. Производственные блендеры часто оборудованы разными приспособлениями, которые делают их использование в точке общепита более комфортным. Вот примеры дополнительного оборудования, которое актуально для общепита и которое стоит очень дорого. Шумоподавляющий экран, который значительно снижает шум работающего блендера. Это очень актуально для смузи-баров и кафе, когда смузи готовятся часто. Стоят такие экраны зачастую столько же, как и сам хороший домашний блендер. Для кафе такой экран большой плюс, но дома он совершенно не нужен. 20-30 секунд шума можно без проблем потерпеть. Бывает также, что производственные блендеры оборудованы еще системами быстрой мойки емкости для взбивания. Опять же, когда идут непрерывные заказы на смузи в общепите, это очень помогает сэкономить время на мойке. Но дома это совершенно не нужно, можно и так быстро сполоснуть емкость под краном. Словом, все эти обвесы дома совсем не нужны, и нет никакого смысла переплачивать за них 1000-другую долларов. Еще одна ненужная функция, которая навязывается рекламой и которая добавляет к цене блендера минимум процентов 40 – программатор. Программатор – это набор встроенных программ. Программы приготовления – это комбинирование различной скорости работы блендера на разных стадиях приготовления смузи. Они исключительно просты. Научиться им можно минут за 10. В промышленном блендере все эти программы вынесены в отдельную плату, чтобы при большом количестве заказов бармен мог просто нажать кнопку и продолжить принимать заказы. В домашних условиях необходимости в этом нет никакой. Средняя стоимость производственных блендеров от 2500 до 5000 долларов. Как видите, разница по сравнению с домашними профессиональными блендерами, мягко говоря, ощутима. Причем само качество исполнения мотора, ножей, емкости для взбивания абсолютно идентичное. Стоимость определяется исключительно только более мощным мотором и дополнительным оборудованием, которое требуется для скорости приготовления смузи в точках общепита. В домашних условиях это совсем не требуется. Резюмируем. Производственный блендер для дома не нужен. Даже если у вас есть деньги, не выбрасывайте их зря. Не ведитесь на рекламу. И вот мы подошли к ключевому вопросу. Какой же именно блендер купить? Мы уже определились, что домашний бытовой блендер нам не подойдет, вследствие его малой мощности и низкого качества материалов сборки. Промышленные блендеры нам тоже не нужны, так как в домашних условиях мы попросту не раскроем весь их потенциал, а переплачивать в несколько раз за то, чем мы пользоваться не будем, смысла нет. Вывод. Выбираем домашний профессиональный блендер. Исходя из записанных критериев, вы можете самостоятельно подобрать себе блендер под свой бюджет. В заключение отвечу на вопрос, который нам постоянно задают. Какой блендер стоит на нашей кухне? Когда мы выбирали себе блендер, муж практически неделю сидел на ютубе, смотрел различные обзоры, читал отзывы на тематических форумах, изучал статьи и прочую информацию. Когда мы хотим купить в дом какую-то технику, к ее выбору относимся максимально дотошно и обстоятельно. В итоге выбор пал на блендер компании из Южной Кореи Liquip. Liquip BS7 Quattro. В наше время Южная Корея впереди планеты всей. Производит просто прекрасную по технологичности и качеству технику для здоровья, обогнав даже таких производственных титанов в этом направлении, как Япония и США. Liquip BS7 Quattro по-настоящему лучшая модель за свои деньги. Он служит нам верой и правдой уже больше 4 лет. Очень довольны. Друзья, мы ничего не рекламируем. Блендер купили за свои деньги. Действительно хорошая модель. На этот блендер можете найти немало обзоров. Посмотрите. На него мы позже также снимем свой обзор, в котором расскажем о нюансах эксплуатации, которые проявились спустя несколько лет его использования. Кроме этого, данная модель имеет емкость для перемалывания трав. Травы занимают особое место в нашем рационе питания. Мы сами собираем и сушим травы.
Делаем из них различные сборы, постоянно ими пользуемся. В будущем обзоре мы также об этом вам расскажем. Почему-то все обзорщики практически ничего не говорят об этой полезнейшей функции данной модели. Словом, если вы хотите приобрести по-настоящему качественный домашний блендер, обязательно присмотритесь к Liquip BS7 Quattro. Это будет самым лучшим выбором. Друзья, мы только начинаем говорить о технике для здоровья. Блендер – лишь первая ласточка. Тема очень большая, и мы будем подробно ее разбирать. Подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить. Ставьте лайки видео. Этот ролик действительно поможет людям выбрать хороший блендер. Если у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях. Мы все читаем. И всегда стараемся, по мере наличия времени, дать подробный ответ. До новой встречи, скоро увидимся!